Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 25 тайн Ватикана, которые скрываются в его архиве. Из этого видео вы узнаете следующее. Как появился архив важнейшей документации, касающейся работы римского папы и возглавляемой им церкви? Почему секретный архив Ватикана, скрываемый от посторонних вплоть до конца XIX века, начали открывать для доступа специалистов? Кем нужно быть и что сделать, чтобы попасть в Ватиканский секретный архив? Что есть у Ватикана по родословной Иисуса Христа, ведь практически ничего не известно о его жизни между детством и периодом, когда ему перевалило за 30 лет. Какие есть основания полагать, что Иисус на самом деле не был распят, а избежал казни, заключив сделку с Понтием Пилатом? Какими были отношения Ватикана и нацистской Германии? И почему Ватикан отказывается публиковать документы о своей деятельности в эпоху Холокоста? Что содержится в опубликованном Ватиканом 60-метровом пергаменте, который хранит показания членов Ордена Тамплиеров во время суда? Как Ватикан замешан в исчезновении 15-летней Эммануэлы Орланди, дочери сотрудника Института религиозных дел Ватикана? Мы покажем фотографии реальных документов из архива Ватикана, а также расскажем вам самые громкие скандалы в Ватикане. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Чтобы попасть сюда, нужно пройти сложный процесс проверки, доказав не только необходимость посещения, но и собственную квалификацию. Затем получивший разрешение счастливчик преодолеет посты охраны и окажется в зале, где ему наконец предоставят доступ к вожделенной информации. Если, конечно, ее найдут или захотят найти. Фотографировать здесь категорически запрещено, потому снимки изнутри этого здания встречаются довольно редко. А между тем его подвалы содержат ценнейшие документы за последние 12 столетий человеческой истории. Материалы Святой Инквизиции, протоколы допросов тамплиеров, оккультная литература, переписка со всеми возможными государственными деятелями, от средневековых королей до Гитлера. Ватиканские секретные архивы, особенно те тайны, что он скрывает, стали сюжетом для разнообразных легенд и мифов, а порой и теорий заговора. Разбираемся и ищем правду. В начале видео мы коротко расскажем об истории создания архива Ватикана, после чего перейдем непосредственно к тайнам, которые скрываются в его архиве. В данном видео мы коснемся не только непосредственно тайн архива Ватикана, но и расскажем о наиболее резонансных скандалах, которые случались в Ватикане. 1. Собственность папы. Прежнее название этого учреждения, за века своего существования ставшего именем нарицательным, недавно устарело. Осенью 2019 года Папа Римский Франциск переименовал Ватиканский секретный архив в Ватиканский апостольский архив. Возможно, свою роль сыграла его сложившаяся репутация как хранилище чуть ли не главных тайн в истории человечества, доступ к которым тщательно регламентируется. Хотя латинское слово «секретум» может переводиться и как «частный», «отдельный», а не только как строго конфиденциальный. В этом определении зафиксирован, прежде всего, юридический статус архива. Он не является государственным учреждением, то есть не подконтролен Ватикану как стране, его органам управления. Архив является личной собственностью Папы Римского, принадлежит ему, пока он занимает Святой Престол и переходит к следующему понтифику после смерти или отставки предыдущего.
Разумеется, при этом в его фондах содержатся не только личные документы пап, но и вся совокупность материалов, затрагивающих прямо или косвенно деятельность католической церкви, верховным иерархом которой понтифики и являются. 2. Как архив появился? Важнейшая документация, касающаяся работы папы и возглавляемой им церкви как института, стала собираться еще в первые века существования папства. До современности от того периода почти ничего не дошло. Сказывается и длительность прошедшего времени, и та история, которую пришлось пережить христианству. В средние века документов стало больше, папы куда влиятельнее, но различные обстоятельства постоянно ставили сохранность корпуса собранных материалов под вопрос. Рим, ставший основной резиденцией понтификов, регулярно кто-то захватывал, документы уничтожались или пропадали. Порой и сами папы по собственной воле или по принуждению покидали свою столицу. Вместе с ними уезжал и архив, конечно, теряя что-то по дороге. По подсчетам специалистов, только во время наполеоновского изъятия хранилища 1809-1814, скорее всего, было утрачено от четверти до трети его содержимого. Тем не менее, как отдельное учреждение секретный архив возник в 1610 году, будучи отделен от Ватиканской же библиотеки. В одном здании с ней, по соседству со знаменитыми и куда более легкодоступными ватиканскими музеями, он и находится до сих пор. Известно, что в 1980 году там было расширено подземное хранилище, где существует в том числе бункер, предназначенный для наиболее ценных или уязвимых от внешней среды артефактов. 3. Что в нем содержится? На вопрос о конкретном содержании фондов сложно ответить сколь-нибудь точно. Прежде всего из-за размеров архива, более-менее системно собиравшегося с VIII века. Подтверждено существование как минимум 630 различных тематических собраний и 35 тысяч томов документов. Фигурирует и еще более впечатляющая статистика. По некоторым утверждениям, общая протяженность полок, естественно многоуровневых, достигает 85 километров. В настоящее время работники архива ведут его цифровизацию, и счет уже идет на миллионы страниц, хотя, очевидно, на текущий момент работа далека не просто до завершения, а даже до относительной полноты. Отдельные специалисты сравнивали ватиканские хранилища с Геркуланумом, древнеримским городом, погребенным вместе с Помпеей под потоками лавы из Везувия. Лучшей иллюстрацией тезиса служит находка, сделанная в недрах секретного архива в 2001 году. Тогда итальянская ученая Барбара Фрали обнаружила в нем так называемый Шинонский пергамент, важнейший документ по истории тамплиерского ордена. В соответствии с ним папа Климент V в 1308 году оправдал последнего великого магистра тамплиеров Жака де Моле и остальных лидеров ордена в связи с обвинениями, предъявленными им средневековой инквизицией. О существовании этого ключевого свидетельства было известно, но найти его никто не мог, пока палеограф Фрали не нашла его в коробке с другими материалами, не имеющими никакого отношения к истории тамплиеров. Сколько еще подобных пока не отысканных сокровищ содержит архив, не знает никто. 4. Политика открытости. Секретный архив Ватикана был закрыт для доступа посторонних вплоть до конца XIX века. Лишь в 1881 году, после настойчивых просьб историков, папа Лев XIII начал открывать его для доступа специалистов. Его наследники на Святом Престоле продолжали эту политику, не исключая и нынешнего понтифика. Так, свет увидели уникальные документы, веками лежавшие в запасниках. Речь идет о протоколах допросов Галилея, приговоре инквизиции Джордано Бруно, булле об отлучении от церкви Мартина Лютера, предсмертной записке французской королевы Марии Антуанетты, письме английского короля Генриха VIII с просьбой аннулировать его брак, переписки с Микеланджело и прочих важнейших для ученых первоисточниках. Разумеется, такая политика и все декларации ватиканских чиновников об открытости архивов и заинтересованности церкви в установлении истины вовсе не означала, что для изучения доступен весь массив информации,
содержащийся в здании неподалеку от Ватиканской площади Святого Петра. Фонды открывались постепенно, дозированно. Последним по времени Папой Франциском, перед самым началом пандемии, весной 2020 года, был открыт фонд Папы Пия XI 1922-1939, чьи отношения с Гитлером особенно интересовали специалистов. При этом по-прежнему соблюдается принцип недоступности документов, пока им не исполнится 75 лет, что фактически отрезает доступ к любым материалам, касающимся недавней истории Ватикана и Церкви, включая такие важные для общества, как политика в отношении определенного насилия. 5. В чем тогда недоступность? Дело не только в том, что значительная часть информации, моложе 75 лет, по-прежнему в закрытом доступе. И не только в том, что точное содержание этого хранилища по-прежнему неизвестно даже его работникам, что доказывают периодически делаемые там неожиданные находки. Пусть Ватиканский секретный архив действительно больше не секретный, однако попасть в него по-прежнему чрезвычайно непросто. Даже журналистов туда впустили, впервые лишь после публикации книги Дэна Брауна «Ангелы и демоны», чтобы опровергнуть содержащиеся там теории заговора. Простым смертным не имеет смысла на это рассчитывать в принципе. Разрешение на посещение могут получить лишь квалифицированные специалисты, работающие в вузах или иных научных учреждениях, с опытом архивной работы, рекомендательным письмом и предоставлением всех запрашиваемых личных данных. Более того, кандидат должен сформулировать цели и задачи своего исследования, а также список документов для изучения. Такая заявка может быть одобрена или нет, и только после этого историк или ученый другого профиля будет допущен в святая святых. Через полгода процедуру придется повторить. Возможно, учитывая специфику архива и ценность хранящихся там материалов, такая сложная процедура и оправдана, но все же именно из-за нее в общественном сознании у бывшего Ватиканского секретного архива до сих пор есть репутация места, хранящего еще немало тайн. Кто знает, возможно, так оно и есть. 6. Родословная Иисуса. Идея о том, что Иисус был женат и у него были дети, стала распространенной благодаря Дэну Брауну, и не без оснований. Практически ничего не известно о жизни Христа между его детством и периодом, когда ему перевалило за 30 лет, всего за несколько лет до его распятия. Естественно, возможно, что он завел семью за это время, и это вызывает вопросы о родословной. По мнению некоторых теоретиков, конкретные детали его родословной скрыты в архивах Ватикана. В конце концов, если кто-то из живых ныне оказался прямым потомком Иисуса Христа, последствия для Церкви были бы огромными. По крайней мере, Папа Римский был бы бесполезен. Это, безусловно, всего лишь теория, но на самом деле все не так просто. Какую бы информацию Ватикан не имел о ранних потомках Христа, их было бы слишком много, с каждым поколением в течение 2 тысячелетий родословная постоянно разветвлялась бы, чтобы проследить за ними до нынешних дней. 7. Евангелие мира. На полке закрытой части архивов в 1923 году академик и епископ Эдмонд Бардо Секели нашел древнюю арамейскую рукопись. Она, по его словам, содержала учение Иисеев, иудейской мистической секты, которая жила полностью отрезанной от общества. Иисеи упоминались несколькими древними историками, в том числе Фила, Плинием и Иосифом, и были известны своим коммунистическим стилем жизни. Но интересно то, что полное отсутствие упоминания о них в Новом Завете заставило некоторых поверить, что они на самом деле были теми, кто написал его, и что сам Иисус был Иисеем. Есть много параллелей между двумя группами, чтобы поддержать подобную теорию, включая важность крещения и пророчеств, а также общий акцент на благотворительность и добрую волю. Иисеи также проявляли отвращение к человеческим жертвам в стиле Ветхого Завета, предпочитая вместо этого приносить в жертву овощи. Этот последний момент представлял особый интерес для Секели, который утверждал, что Иисеи были вегетарианцами по приказу Христа. К сожалению, никто еще не видел рукопись. Сомнительно также, что и Секели тоже видел ее,
так как нет никаких записей о его визите в архивы. Кроме того, учитывая, что ученый был довольно радикальным вегетарианским активистом, большинство думает, что он сделал все возможное, чтобы придать своим убеждениям, так сказать, некой божественности. 8. Le Dragon Rouge. Великий гримуар является одним из немногих предметов в этом списке, который, как известно, действительно существует, хотя кто его написал и когда это случилось, неизвестно. Возможно, он был обнаружен в гробнице царя Соломона в 1750 году, или, возможно, был написан намного позже. В любом случае, гримуар, как говорят, содержит ритуал для вызова Люцифугора Факали, премьер-министра ада, а также других обитателей подземного мира, по-видимому, призывающий также должен отказаться от своей души в этом процессе, о котором оккультист XIX века Уэйд сказал, что только опасный маньяк или безответственный преступник сможет провести его. Гримуары распространялись на протяжении всей истории, но ни один из них не обладал столь широкими знаниями по призыву, как данный, который считался самым жестоким в мире. Французский перевод гримуара Le Dragon Rouge добрался до Карибского моря, где он, как говорят, все еще используется. 9. Тайны Фатимы. В 1917 году 3 детей пастухов из Фатимы, Португалия, имели 3 пророческих видения Девы Марии. Известные как 3 тайны Фатимы, первый и второй касались природы ада и возникновения коммунистической России. Дева утверждала, что если ее призывы не будут услышаны, то неизбежны войны, голод, преследование и распространение, цитата, ошибок России, конец цитаты, во всем мире. Эти первые 2 секрета были опубликованы в 1941 году, однако о тайне третьего молчали. Известно, что он был запечатан в конверте и передан епископу Лирии, который положил его, нераскрытым, в Ватиканские секретные архивы. В 1959 году конверт был доставлен папе Иоанну XXIII. Однако после некоторого обсуждения он решил не заглядывать внутрь. Только в 1965 году кто-то действительно прочитал пророчество, и даже тогда папа Павел VI отказался обнародовать его. Папа Иоанн Павел II также прочел его после покушения на него в 1981 году, но аналогично решил держать пророчество в секрете. Однако он немедленно посвятил землю непорочному сердцу Марии, возможно, намекая на серьезность его содержания. Наконец, в 2000 году Иоанн Павел II рассказал, в пророчестве утверждается, что должна случиться апокалиптическая битва между добром и злом, а папа был бы центральной фигурой этой битвы. Теперь описание видения португальского ребенка можно прочесть в интернете, но некоторые отказываются верить, что оно полное. Даже папа Бенедикт XVI в 2010 году предположил, что реальная третья тайна Фатимы еще не раскрыта, хотя Ватикан отрицает это. 10. Внеземные артефакты. Хотя Ватикан, возможно, сосредоточен на прошлом, но на самом деле он является вполне прогрессивным, по крайней мере, что касается науки и техники. В частности, Ватикан допускает возможность внеземной жизни, проводит конференции по астробиологии и использует Ватиканскую обсерваторию, чтобы найти планеты, подобные Земле. Предположительно, Церковь знала о внеземных цивилизациях на протяжении веков. Задолго до инцидента в Розуэле она, как утверждают некоторые люди, собирала останки НЛО и артефакты, а также технические документы для создания, так сказать, чужого оружия. Хотя есть довольно много доказательств, подтверждающих эту претензию, цель архивов Ватикана уже давно заключается в том, чтобы скрыть знания, к которым мир не готов. К примеру, это прекрасно видно по сокрытию третьей тайны Фатимы. Кроме того, согласно теории внеземного сокрытия, архивы – это не единственное хранилище знаний подобного рода. Предположительно, Великая пирамида в Гизе служила по существу той же самой функции, скрывая чужие артефакты и потрясающие откровения от людей древнего мира. Это, как утверждают теоретики, и является причиной того, что Наполеон и Гитлер направились к пирамидам, проведя некоторое время в Ватикане. 11. Хроновизор. Отец Пелегрино Эрнетти
который умер в 1992 году, утверждал, что видел, как древний римский сенатор Цицерон выступил с речью в 63 году до нашей эры. И это было не единственное, что он видел. Он и его команда, как утверждал Эрнетти, видели Наполеона и его речи, а также Иисуса на Тайной вечере и даже распятие. Используя устройство под названием хроновизор, они могли просматривать любое историческое событие, которое они хотели, точно так же, как если бы они смотрели телевизор. По словам Эрнетти, устройство было разработано совместно с ведущими учеными Энрико Ферми, который разработал первый ядерный реактор, и Вернером фон Брауном, который создал первые космические ракеты. Оно могло не только показывать, но и записывать изображения. В 1972 году в итальянском журнале «Ла Доменика дель Карьере» появилась так называемая фотография Христа. Также Эрнетти выпустил стенограмму потерянной пьесы «Quinta Ennea Saestis» на оригинальной латыни. Естественно, были сомнения. Текст пьесы вряд ли можно было проверить, а фотография Христа была сделана с открытки с гипсовым распятием. Но фотография не имела никакого отношения к Эрнетти, и он, конечно, никогда не утверждал, что она является реальной. Созданный им хроновизор не был способен показывать детали крупным планом, как это было на фотографии. Реальные доказательства, говорит друг Эрнетти Франсуа Брюне, были уничтожены, когда Папа Пий XII и Бенито Муссолини решили, что это создает угрозу для общества. Они особенно боялись, что это означает конец всем секретам, будь то политическим, экономическим, военным или религиозным, не говоря уже о личных тайнах. Эрнетти закрыл проект хроновизора и якобы демонтировал устройство. Однако, как признает сам Брюне, вполне возможно, что Ватикан все еще использует оригинал устройства. 12. Дым сатаны в храме Бога. Будучи старшим экзорцистом Ватикана, отец Габриэле Аморт знал, как распознать демонов. До своей смерти в 2016 году он провел буквально десятки тысяч ритуалов экзорцизма по образу ритуала 1614 года Папы Павла V и часто говорил с дьяволом. «Сатана – это чистый дух», – сказал он режиссеру фильма «Экзорцисту» Уильяму Фридкину, хотя иногда он появляется как бушующее животное. Поэтому в 2010 году всех шокировало, когда Аморт заявил, что сатана скрывался в Ватикане. Причем он вовсе не говорил образно. По мнению Аморта, скандалы и коррупция, охватившие церковь в последнее время, вызваны дьяволом. Даже Папа Павел VI сказал что-то подобное в 1972 году, сожалея, что дым сатаны откуда-то проник в храм Бога. 13. Иисус не был распят. История распятия Христа лежит в основе католической доктрины. Если убрать эту историю, то останется просто куча бессмысленных символов. Однако, по словам Майкла Байджента, ничего подобного не происходило, по крайней мере, это было не так, как сказано в Библии. В отличие от некоторых, Байджент не отрицает, что Иисус когда-либо существовал. Более того, он считает, что пророк, вероятно, жил еще долго после его предполагаемой смерти в 33 году нашей эры. Предположительно, Иисус избежал казни, заключив сделку с Понтием Пилатом, человеком, который приговорил его к смерти. В интересах Рима было сохранить Иисуса живым, поскольку он поручил своим последователям платить налог. Лучшим решением для всех была поделка распятия. Конечно, у Байджента нет никаких доказательств, но психолог говорит, что они существуют. Предположительно важный документ был обнаружен французским священником Беренджером Саньером в его церкви в Рен-ле-Шато. Вскоре после этого документы исчезли, а Саньер внезапно стал очень богатым. Байджент предполагает, что Ватикан выкупил у Саньера документ, а также оплатил молчание священника. 14. Папа Пий XII помогал Гитлеру. Папа Пий XII обычно упоминается как гитлеровский папа за то, что поддерживал нацистов. Хотя он никогда открыто не осуждал их, Ватикан утверждает, что папа всегда был против нацизма. По словам Ватикана, Пий XII распространял брошюры в Германии, осуждающие нацизм с христианской точки зрения,
а также спас более 800 тысяч евреев от истребления в Восточной Европе. Якобы его встречи с германским руководством ничуть не касались сотрудничества с Гитлером. В любом случае, с нацистской точки зрения, Пий XII, как говорят, был врагом, любящим евреев, которого немцы хотели похитить и посадить в тюрьму в Лихтенштейне. Но правда ли все это, или это просто фальшивый образ папы Пия XII, который хотела создать церковь? Факт заключается в том, что Ватикан до сих пор отказался опубликовать важные документы о своей деятельности в эпоху Холокоста, а выжившие очевидцы утверждают, что папа определенно помог Гитлеру в его восхождении к власти. Джон Корнуэлл, уважаемый академик и католик, является одним из людей, которые утверждают последнее. Хотя изначально он надеялся найти свидетельства, доказывающие невиновность папы, это была единственная причина, по которой ему было разрешено просматривать документы, он вместо этого нашел подтверждение обвинений. Папа не только ненавидел евреев, ассоциируя их с грязью и отказываясь помогать им, но также сознательно подрывал католическое сопротивление Гитлеру. Он также был против чернокожих, называя их насильниками, несмотря на абсолютную абсурдность этого. Очевидно, что Пий XII имел много общего с Гитлером, не в последнюю очередь из-за его идеологической приверженности к абсолютной власти и самодержавному контролю. А хуже всего то, как говорит Корнуэлл, что Пий XII отказался высказываться против нацизма даже после начала Холокоста. 15. Религиозные артефакты. По многочисленным слухам в архивах хранятся и всевозможные религиозные артефакты, среди которых крест, на котором распяли Христа, его терновый венец и даже Ноев ковчег. Эти предположения вполне могут быть оправданы, все-таки Ватикан – это самый большой оплот христианства и один из старейших ныне существующих институтов в мире. По мнению исследователей, все эти артефакты имеют высочайшую религиозную ценность, а потому для них отведено особое тайное помещение в архиве. Также некоторые убеждены в том, что в Ватикане хранится, как минимум, одно настоящее изображение внешнего облика Иисуса. Если это на самом деле однажды окажется правдой, то вопрос, почему же эту информацию так долго и бережно хранили в тайне, остается неизвестным. Сами посудите, как много исследований и доказательств можно было бы привести, имея представление о том, каким был Христос. 16. А все-таки она крутится. О том, что говорил и чего не говорил Галилео Галилей на допросе, ходят шутки и слухи, наверное, со времен его допроса. Кто-то утверждает, что инквизиция даже поверила ему, но не могла оставить в живых из-за общественного осуждения. Кто-то говорит, что он раскаялся только за тем, чтобы перед смертью напакостить инквизиции и продолжить свои исследования втайне от нее. Однако несколько лет назад Ватикан обнародовал допросные листы, в которых запротоколирован сам допрос великого ученого. Да, последние дни великого астронома были весьма безрадостны и тяжелы, так как инквизиция того времени была жестока и безжалостна. По сей день нет ответа на вопрос, каким на самом деле подвергали его мучениям, однако в допросные листы попали вопросы инквизиции и ответы великого Галилея. Подлинность подтверждается подписью великого исследователя. 17. 60 метров показаний. Орден тамплиеров также давно уже является героем книг и псевдоисторических фильмов. Таинственное тайное общество, существовавшее несколько столетий назад, включавшее как деятелей культуры и искусства, так и известных политических деятелей и ученых умов, вызывает вопросы по сей день, и Ватикан не боится поделиться частью их ответов. Ну как частью? Ватикан опубликовал 60-метровый исписанный пергамент, который хранит показания тамплиеров во время суда. Однако ничего сверхъестественного, к сожалению, любители загадок и интриг найти в документе не смогут. Потому что претензии церкви к ордену были вполне просты. Орден тамплиеров задолжал церкви баснословную сумму денег и возвращать не торопился. Ведь таким ученым и деятельным умам некогда считать деньги, уходящие на их нужды. В связи с этим воины Христа обвинили членов ордена в ереси, мужеложстве и многих других грехах. Творили ли они эти грехи на самом деле,
к сожалению, достоверно узнать уже не представляется возможным. 18. Коллекция откровенных материалов. Один специфичный Копенгагенский музей утверждает, что Ватикан имеет самую большую коллекцию откровенных материалов в мире. Другие известные личности, в том числе Уильям Бакли-младший и академик Камило Палья, подтверждают то же самое. Как бы это ни звучало правдоподобно, в подобных слухах, по-видимому, мало правды. По крайней мере, Институт Кинси не обнаружил никакой клубнички, когда его ученые изучали архивы Ватикана на микрофильмах. Другие считают, что Ватикан вряд ли сделал бы копии всех своих материалов, и, что еще более маловероятно, дал бы доступ к ним Институту Кинси. В любом случае, ряд других очевидцев утверждают, что видели тысячи откровенных томов. Так или иначе, в Ватикане существует давняя традиция подобного, так сказать, искусства. В XVI веке, к примеру, одному из учеников Рафаэля, Джулио Романо, было поручено украсить ванную комнату кардинала Бибиина серией из 16 фресок, каждая из которых изображала уникальную откровенную позу в подробностях. Естественно, копии этих картин просочились наружу и появились в книге под названием «Позы Аретина». 19. Эликсир молодости графа Калиостро. По слухам, архивы Ватикана хранят рукопись графа Алессандро Калиостро, увлекавшегося алхимией. В ней описан эликсир молодости. У нас про этого персонажа знают разве что по советской комедии «Эликсир любви». На деле Джузеппе Бальзамо, настоящее имя, был непревзойденным авантюристом. Он жил в конце XVIII века. Был вхож в высшее общество европейских монархий, его обожали при царском дворе России. Являлся невероятно обаятельным и талантливым человеком. Однако этот альфонс привлек внимание Ватикана тем, что, по слухам, обладал рецептом вечной молодости. Его схватила инквизиция и бросила в застенки, где он скончался. Очевидцы сообщают, что видели его рецепт омоложения в церковных архивах. Любопытно, что описание процесса сильно напоминает индийскую практику омоложения кая-капа, якобы продляющую жизнь на десятки лет. Впрочем, о бессмертии речь не идет. 20. Тайны ацтеков и Леонардо да Винчи. Некоторые набожные знатные дома Европы передавали семейные библиотеки Ватикану в дар. Многие из них настолько обширны, что плохо изучены. Не исключено, что в них может содержаться ценная информация об исторических процессах темной эпохи времен Средневековья. Одним из самых охраняемых является архив записей Леонардо да Винчи. Многие его дневники нигде не опубликованы и вряд ли будут обнародованы в будущем. Власти опасаются, что некоторая информация может подорвать авторитет церкви. 21. Зачем Ватикану скрывать истинную историю человечества? Естественно, из идеологических соображений. Представьте, если Христос не умер на кресте, значит и воскрешения не было. А эти постулаты являются основой христианства. Например, в исламе Иисус также считается великим пророком, но его не считают Сыном Божьим, то есть совершенно другие религиозные догмы. Также людям не дает покоя тот факт, что многие культовые сооружения церковь строила на месте языческих мест силы, на фундаментах более древних построек. Зачем это было делать? Действительно ли существуют некие энергетические потоки, отрицаемые наукой, либо хотели сэкономить, используя фундамент и материал от строений времен античности? Или было что скрывать? Например, наследие древних цивилизаций, следы контакта с пришельцами и прочее. 22. Пропажа Эммануэлы Орланди. 20 июля 2019 года в Ватикане повеяло могильным холодом. Специалисты вскрыли еще 2 склепа на Тевтонском кладбище в ходе расследования исчезновения 15-летней Эммануэлы Орланди. Дочка сотрудника Института религиозных дел Ватикана, он же Банк Ватикана, пропала после урока музыки. Договорилась встретиться с сестрой, но в назначенное время, в 19:00 22 июня 1983 года, так и не появилась. Вернуть девушку просили не только родные. Сам Папа Римский Иоанн Павел II обращался к возможным похитителям, но безрезультатно.
За 36 лет в деле появились анонимные благодетели, масонский след, рука Москвы, террористы, мафия, а также огромное пятно на репутации Святого Престола. И это сюжет, о котором Дэн Браун мог только мечтать. О реальной истории, которая обросла нереальными подробностями, мы расскажем сейчас. Искали Эммануэлу, потеряли двух принцесс. Кажется, куда ни копни в Ватикане, если там будут человеческие останки, то первое, о чем подумают, неужели Эммануэла? Так было в 2001 году, когда священник случайно нашел сумку с черепом, без нижней челюсти. В 2018 году, когда во время ремонта в апостольской нунциатуре дипломатическое ведомство Ватикана обнаружили почти полностью сохранившийся скелет. В том же 2018-м адвокату семьи Орланди прислали конверт, ни имени отправителя, ни обратного адреса, а внутри фотография и записка. Это было изображение статуи ангела на Тевтонском кладбище в Ватикане. В письме говорилось: «Если хочешь найти Эммануэлу, ищи там, куда смотрит ангел», рассказывала адвокат семьи Орланди Лаура Сгро. Ангел смотрел на могилы немецких принцесс Карлоты Федерики Мекленбургской и Софии фон Гогенлае. Спустя год Ватикан дал разрешение на эксгумацию, что довольно быстро, и 11 июля специалисты приступили к работе. Журналисты торопились, самая страшная тайна близится к разгадке. Но находка не дала результата, в склепах не оказалось ни останков Эммануэлы, ни даже принцесс, которые должны были в нем покоиться. Зато по соседству с могилами, под люком, оказались еще два ассуария, каменных ящика, с останками, сотнями костей, которые отправили на исследование. Беглянка с флейтой. «Ну, пожалуйста, ну разреши. Заплатят $200, уговаривала Эммануэла сестру Федерику по телефону. По дороге в музыкальную школу она встретила консультанта косметической фирмы. Мужчина на зеленом БМВ предложил девочке раздавать листовки. $200 по меркам 1983 года – большие деньги, а уж для подростка тем более. Сестра не соглашалась, нельзя решать без родителей. Договорились встретиться через полчаса и все обсудить. Ни через полчаса, ни через час девушка так и не появилась. 15-летняя Эммануэла была примерной гражданкой Ватикана, четвертый ребенок в семье. Всего у Марии и Ирколи Орланди было 5 детей. Дочь служащего банка Ватикана училась в школе, пела в церковном хоре, играла на фортепиано и флейте. Зачем ей было сбегать? Позже некий Пьер Луиджи расскажет, будто встретил девушку с флейтой, очень похожую на Эммануэлу, прическа, даже очки подходили под описание. Девушка назвалась Барбарой и призналась, что сбежала из дома и продает косметику. Кто-то из знакомых Эммануэлы рассказал, что видел, как она садилась в зеленый БМВ. Звонил и некий Мария, владелец бара. Одна из его посетительниц рассказала, что сбежала из дома, но хотела бы вернуться к свадьбе сестры. Сестра Эммануэлы действительно собиралась замуж, о чем знали только близкие. Телефон в доме Орланди разрывался. Особенно запомнился парень с сильным американским акцентом. Его так и прозвали «американец». Он звонил несколько раз. По его наводке в урне здания парламента нашли копию пропуска Эммануэлы в музыкальную школу. Еще одну фотокопию пропуска нашли в часовне в аэропорту. Иногда, поднимая трубку, кто-то из членов семьи слышал знакомый голос: «Я Эммануэла Орланди, учусь в музыкальной школе». Четко, монотонно. Тогда следователи посчитали, что голос был записан еще до исчезновения Эммануэлы. Полицейские, спецслужбы пытались найти тот самый зеленый БМВ, и им почти это удалось. Один механик припомнил, что недавно меняли стекло на таком же зеленом автомобиле. Он даже решил, что в салоне, вероятно, шла борьба, стекло будто выбили, но номер, увы, никто из сотрудников автомастерской не запомнил. Серые волки против папы. «Я близок к семье Орланди», вдруг произнес Иоанн Павел II. 3 июля 1983 года традиционная молитва «Ангелиус» получила неожиданное продолжение. Такого не припомнят даже старожилы. Папа Римский попросил похитителей вернуть Эммануэлу родным.
Понтифик еще 7 раз обратится к преступникам, но для тех, вероятно, не было ничего святого. Хотя кто сказал, что девушку действительно похитили, эта версия рассматривалась среди прочих и не была основной, и вот такой поворот. Значит, все-таки похитили. Сам папа признал, шептался народ. Но кто? Ответ прозвучал через 3 дня, американец подсказал: «Орланди у нас. Освободите Мехмета Акджу». Мехмет Али Акджа, турецкий подданный, член ультраправой группировки «Серые волки», Башкурт, уже 2 года сидел в тюрьме за покушение на Иоанна Павла II, его приговорили к пожизненному сроку. Предполагалось, что мы – это именно серые волки. На допросах Акджа утверждал, что понтифика, так сказать, заказали болгарские спецагенты по просьбе советских спецслужб. Папа Римский со своей антикоммунистической риторикой крайне раздражал руководство КГБ. Причем курировали операцию люди из Штази. Позже отпустить Акджу потребует турецкий фронт антихристианского освобождения, некая группировка «Феникс», да и другие организации словно устроят соревнования. Каждая попытается заявить о себе, пользуясь ситуацией. Итальянский журналист Пино Никотри, автор книги Эммануэла Орланди «Правда от серых волков до банды Мальяна», рассказывает, что в свое время беседовал с бывшими руководителями Штази, и те подтвердили, история с похищением Орланди была специально запущенной в политических целях уткой, чтобы в том числе утихомирить папу и обратить его внимание на турецких радикалов. Мехмет Али Акджа окончательно выйдет на свободу в 2010 году. Наговорит много, что папу заказало иранское правительство. Он, Мехмет, реинкарнация Иисуса, а похищение Орланди организовала масонская ложа. В одном из интервью террорист расскажет, что Эммануэлу сначала держали в Ватикане вместе с другой похищенной девушкой Миреллой Грегори, а затем перевезли в католический храм в одной западноевропейской стране, где она до сих пор служит монахиней. Кстати, кем был тот самый американец, 16 раз звонивший семье Орланди и священнослужителям, до сих пор не ясно. Отмечали, что в своей речи он использовал редкие итальянские слова, латинизмы и церковные речевые обороты. Существовала версия, что это никто иной, как сам главный казначей архиепископ Пол Марцинкус, американец по происхождению, но допросить его в качестве свидетеля Ватикан не разрешил. Попросили с должным уважением. В 2012 году полицейские потревожили могилу известного мафиози, главаря банды Делла Мальяна, Энрико де Педиса, по прозвищу Ренатино, в крипте церкви Сант-Аполлинари. Могли бы сделать это еще раньше, но католическая церковь была против. Однажды, в 2005 году, в прямом эфире телешоу «Чил Хависта». Кто видел? Аналог наших «Ищу тебя и жди меня», зазвонил телефон. Чтобы узнать больше об Эммануэле, посмотрите на могилу де Педиса и узнайте, какую услугу он оказал кардиналу Палетти, озадачил незнакомец. Энрико де Педис был убит в Риме в феврале 1990 года своими же бывшими, так сказать, коллегами. Похоронили мафиози в титульной церкви Сант-Аполлинари. Погребальное место, по информации Independent, обошлось вдове Ренатино в 1 миллиард лир, сделку одобрил кардинал Уго Палетти. В 2008 году внезапно заговорила подруга де Педиса, Сабрина Минарди. На суде женщина заявила, что девочку похитили бандиты Ренатино по заказу кого-то из высокопоставленных священнослужителей. Пленницу сначала держали в особняке в районе Монтеверде, через несколько месяцев девушка ушла из жизни, а тело закатали в бетон где-то в пригороде Рима. Впрочем, поверить в правдивость показаний Минарди было трудно, девушка путалась в датах, событиях, да и ни для кого не было секретом, что долгое время она принимала тяжелые запрещенные вещества. Поговаривали, будто похищение заказал архиепископ Пол Марцинкус, якобы в руках отца Эммануэлы случайно оказались очень важные документы, компрометирующие Святой Престол и указывающие на связь с мафией. Сам факт, что бандита похоронили в очень знаковом месте для католиков, усыпальнице святых и кардиналов, наводил на мысль, за какие такие заслуги. Официальная причина «он много жертвовал бедным» звучала неубедительно.
В этой связи как не озвучить и другую версию исчезновения Орланди. Энрико де Педис похитил Эммануэлу, чтобы заставить Ватикан вернуть деньги, потерянные при банкротстве крупнейшего частного и дружественного церкви банка под названием Банка Амброзиана. Дело в том, что после финансового краха бандиты начали мстить. Тело так называемого божьего банкира, главы Амброзиана, Роберто Калви, нашли подвешенным за ноги под мостом в Лондоне. Подействовало ли убийство или же договорились, но в 1984 году Банк Ватикана начал выплачивать кредиторам деньги. Часть денег вернули и де Педису. Тот, по словам одного из своих соратников, пообещал простить оставшийся долг в обмен на почетное место в крипте Сант-Аполлинари. Когда в 2012 году Ватикан сдался под натиском семьи Орланди и разрешил эксгумацию, в могиле де Педиса действительно нашли, так сказать, лишние останки, но, как показал анализ ДНК, к Эммануэле Орланди они не имели никакого отношения. На всякий случай после эксгумации останки мафиози перенесли на кладбище Верана. От греха подальше. Вечеринка у прилата дома. Каждая версия исчезновения Эммануэлы казалась возможной, и только в деталях правоохранители хватали дьявола за хвост. Удивительно, что не было версии с похищением инопланетянами. Впрочем, возможно, и такая найдется, если поискать. Есть и еще одно предположение, о котором многие упоминают вскользь, а кто-то считает самым правдоподобным и вероятным развитием событий. Эммануэла участвовала в застолье в личной резиденции некоего прилата, но вечеринка закончилась трагически. Пино Никотри ссылается на данные, полученные от двух агентов службы информации и демократической безопасности Италии. Правда, лично журналист с ними не общался, узнал обо всем из пересказа, как он утверждал, заслуживающего доверия видного деятеля, связанного с Ватиканом. По словам агентов, девушка ушла из жизни сразу после неудачной оргии на вилле на подъеме Петушинная гора. Оттуда до Ватикана меньше километра. Тело спрятали где-то на территории Ватикана или в летней резиденции понтифика. И хотя новый папа резко осуждает подобные действия, правду о том, что же случилось с Эммануэлой Орланди, говорит Никотри, никто никогда не расскажет. Думаю, что рано или поздно, для того чтобы закрыть дело, выскочит какой-нибудь свидетель, который сообщит, что Эммануэла Орланди отправилась жить и умерла от старости или от болезни на Северном полюсе, в долине реки Амазонки или среди аборигенов Австралии, а то еще в каком-нибудь затерянном уголке Черной Африки. В общем, где-нибудь на краю света, где невозможно вести следственные действия, и особенно, где невозможен контроль общественного мнения за ходом расследования, считает журналист. Моей матери 88 лет, и она верит во все, что я делаю. Она молится за меня, так как верит, что я узнаю, что случилось с Эммануэлой, где она, и если она мертва, то где ее останки. Пока мы не найдем останки, мы не должны терять надежду, что она жива, говорит в интервью The Guardian Пьетро Орланди, брат Эммануэлы. Он до сих пор не может себе простить, что не подвез сестру в тот день до музыкальной школы, хотя она просила. От Иоанна Павла II до Ратцингера, папы Бенедикта XVI и папы Франциска, все они знали, что произошло. Но из-за того, что это так вредно для имиджа церкви, они делают все возможное, чтобы истина не вышла наружу. Италия замерла в ожидании результатов новой экспертизы. 23. Фотографии реальных документов из архива Ватикана. Записка, оставленная Марией Антуанеттой перед своей казнью, 1793 год. Страница из приговора, вынесенного Джордано Бруно Инквизицией, 1600 год. Письмо папе Клименту VII от английских пэров, которые известили его о свадьбе короля Генриха VII и Екатерины Арагонской, 1530 год. Письмо папы Пия XI к Гитлеру, посланное в 1934 году и содержащее ответ на надежду рейхсканцлера укрепить свои связи с Ватиканом. Золотая була папы Климента VII, направленная французскому королю Карлу V в день его коронации в 1364 году.
Пергамент с описанием даров императора Атона I церкви, тисненный золотом, 950 год. Письмо, в котором калиф Марокко просит папу Григория VII назначить нового епископа, 1250 год. Небольшой фрагмент из письма королевы Франции Марии Стюарт, написанного папе Сиксту V, 1586 год. 24. Главный экзорцист Ватикана провел более 160 тысяч обрядов по изгнанию демонов. Знаете ли вы, что в 2018 году Ватикан пригласил 250 священников со всего мира присоединиться к ежегодной школе экзорцизма? Католическая церковь не отказывается от практики экзорцизма, несмотря на то, что мир далеко продвинулся в нейробиологии и науке о разуме. Было установлено, что главный экзорцист Ватикана Габриэль Аморт за всю свою жизнь провел около 160 тысяч обрядов экзорцизма. В них принимали участие даже сами папы. Экзорцизм практикуется по сей день. Папа Франциск рекомендует людям, которых беспокоят демоны, обращаться к экзорцисту. 25. Самые громкие скандалы в Ватикане. Иоанн XII был избран наследником Священного престола в возрасте 18 лет. Вскоре его имя прогремело на весь мир. Молодой понтифик не раз привлекал к себе внимание общественности, благодаря своей личной жизни, которой он интересовался гораздо больше, нежели делами церкви. Список предъявленных Иоанну обвинений включал пункт, в котором было указано, что юный папа вызывал демонов, убивал и пытал людей, а также часто играл в азартные игры. Некоторые историки утверждают, что Иоанн XII имел множество интрижек с замужними дамами. Период его папства закончился в 964 году, когда он умер от сердечного приступа, предположительно проводя время с одной из его любовниц. Казалось бы, в 1470-х папа Сикст IV везде поспел. У него было 6 внебрачных детей, один из которых был рожден в результате его связи с родной сестрой. Стоит отметить, что у понтифика были свои принципы. Он принес церкви немало средств путем сбора налогов с девушек легкого поведения. Более того, Сикст IV обязал священников платить деньги за право заводить любовниц. Однако папе удалось вписать свое имя в историю не только из-за его бурной личной жизни. Его именем названа Сикстинская капелла. В своей книге папа Стефан VI написал, что месть особенно сладка после смерти. Возможно, именно поэтому он потребовал провести эксгумацию тела его предшественника, папы Формоза, для того, чтобы отправить его на суд. Тело умершего понтифика было признано виновным во многих преступлениях, включая его привычку представляться архиепископом, после того, как его низложили с этого сана. Однако папу Стефана после его поступка также ждала нелегкая судьба. Он был арестован и брошен в темницу, где он и умер в 897 году. Один из самых громких скандалов разразился в Ватикане в 2010 году, бросив тень на время папства Бенедикта XVI. Журналисты узнали, что помощник папы, Анджело Балдуччи и член хора собора Святого Петра Генеду Томас Эхием были вовлечены в схему мужской проституции. Полиция установила причастность Балдуччи к этому делу при прослушке телефонных разговоров Эхиема, который занимался непосредственной доставкой молодых людей к чиновнику. На данный момент следователи уверены, что в общей сложности хорист обеспечил Балдуччи как минимум 10 встреч с молодыми людьми, среди которых был парень-модель и игрок в регби. В самом начале 2013 года Ватикан столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, когда Центральный банк Италии прекратил обслуживание банкоматов в Ватикане из-за невыполнения властями всех норм, направленных на предотвращение отмывания денег. Невозможность использования пластиковых карточек стоила Ватикану около 3000 евро в день, вплоть до 12 февраля, когда швейцарский банк согласился обеспечить устойчивую работу простаивающих банкоматов. 28 июня 2013 года Нунцио Скорана, бывший глава бухгалтерской службы, был арестован вместе с 2 его подельниками, бывшим шпионом и финансистом.
Ему были предъявлены обвинения в контрабанде 20 миллионов евро, которые он перевозил на частном самолете. Позже адвокат чиновника пояснил, что его подопечный отказывается признавать свою вину. Этот скандал вынудил подать в отставку президента Банка Ватикана, а также его заместителя. 19 июля 1982 года на мосту Блэкфрайерс было найдено тело Роберто Калви, также известного как Божий банкир. Председатель Миланского банка Амброзиано, в котором главным акционером является Ватикан, обвинялся в нелегальном вывозе за границу особо крупных сумм. Мужчина вылетел в Лондон, где он и ушел из жизни, а в это время американский архиепископ, который также проходил по делу Калви, получил неприкосновенность. 23 мая 2012 года правая рука папы Бенедикта, Паоло Габриэли, был арестован за передачу конфиденциальных документов Ватикана итальянскому журналисту Джанлуиджи Нуцци. Он незамедлительно поспешил раскрыть существование коррупции в стенах Ватикана, а Габриэли понес наказание за кражу. В октябре 2012 года его приговорили к 18 месяцам домашнего ареста. На этом я бы хотел закончить это видео с 25 тайнами Ватикана, которые скрываются в его архиве. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Ватикан помог нацистам сбежать от советских войск. После Второй мировой войны немецкие нацисты больше не могли жить в Европе. Одним из них удалось избежать судебных процессов, в то время как другие были преданы суду. Большинство немецких нацистов использовали маршрут, известный как крысиные тропы, чтобы сбежать из Европы. Говорят, что Ватикан поддерживал нацистов, бежавших от советских войск. Путь, по которому нацисты бежали, вел в Италию и Испанию. Ватикан мог поддерживать нацистов потому, что стремился к возрождению христианства и не хотел, чтобы росла мощь Советского Союза, и это несмотря на то, что изначально заявил о своем нейтралитете в войне. Вот такими у нас получились 25 тайн Ватикана, которые скрываются в его архиве. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Знали ли вы бонусный факт? Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.